Друзья, всем привет! Apple не дает нам даже отдышаться. Только вышла финальная iOS 26 и бац, уже первая бета iOS 26.1. И знаете что? Это обновление вроде бы мелкое, но на самом деле прячет несколько очень интересных фишек. А кое-где Apple даже решила пошутить над нами. Например, с новой клавиатурой. Сейчас расскажу все, что изменилось и стоит ли вообще обновляться. Но прежде чем начать, обязательно поддержите меня лайком и нажмите на кнопочку подписаться. Если вы это сделали, вам спасибо, плюс карму и поехали! Итак, основные нововведения бета iOS 26.1. Apple Intelligence на новых языках. Теперь функция искусственного интеллекта работает на датском, норвежском, турецком и других языках. Apple явно хочет, чтобы умные функции были доступны по всему миру. AirPods получили новые языки для перевода в реальном времени. Японский, корейский, итальянский и китайский. Отличная новость для путешественников и тех, кто часто общается с иностранцами. Представьте, сидите в Токио, заказываете суши и ваш AirPods моментально переводит. Клавиатура для набора номера обновилась и теперь выглядит современнее благодаря эффекту Liquid Glass. Деталь, но интерфейс действительно стал более цельным и, как на меня, удобным. Apple Music с вайпами. Теперь переключать можно свайпом по названию. Удобная мелочь, которая ускоряет управление музыкой. А что же изменилось в фото и видео в iOS 26.1? Ползунок для перемотки видео стал более аккуратным, а панель слегка матовой. Теперь читать на светлых тонах стало более комфортнее. Календарь. События с разных календарей теперь выделяются цветными подложками. Визуально воспринимать расписание стало проще. И да, в бета iOS 26.1 не забыли про Safari. Нижняя панель вкладок немного переработана. Она стала шире и еще уменьшили отступы, а навигация в браузере стала удобнее. Но что касается безопасности, то купертиновцы сменили Rapid Security Update, теперь называют Background Security Improvement. По сути, это те же быстрые обновления безопасности, которые устанавливаются в фоне, но теперь с более понятным названием. Итак, бета iOS 26.1 это не революция, но мелкие штрихи, которые делают iPhone чуточку удобнее. Устанавливать iOS 26 или нет? Если вы хотите быть на острие и проверять новое первым, да, скачивайте. Но если у вас нервная система слабее, чем аккумулятор на моем iPhone 5s, тогда лучше подождите стабильную версию. Друзья, пожалуй, на этом все. Напишите в комментариях, что вам понравилось более всего: Liquid Glass, перевод в AirPods или разноцветные дедлайны. Подпишитесь, чтобы не пропустить все новые обзоры iOS. И поставьте лайк, если тоже ждете, когда Apple наконец-то придумает нормальную зарядку. И да, обои из видео ищите в нашем Telegram, ссылочка в описании. С вами был IT Doc, всем удачи и пока-пока.